Это я, Кит, дизайнер и арт-директор. Последние 3 года я жил на Бали и превратился в деревенщину. В этом видео я покажу свою поездку в Корею, как я был очарован Сеулом и как разбил свои розовые очечки, ударившись о контрасты этого города. Увидите, как Корея изменила меня всего за 2 месяца. Идеальные парки, кафе, как из аниме, стильные красивые люди. А потом подвальная квартира без окон, секс-отель, тараканы и район, из которого мы со страхом выбирались ночью, ориентируясь только лишь на звук машин. И это тоже Сеул. В этом видео, что важно знать, если вы планируете поездку в Сеул, чтобы не испортить впечатление и не влюбиться вслепую. Приготовьте чаек, покушать. Видео большое и плотное, поэтому приятного просмотра. Честно говоря, мы ожидали, что приедем в еще один азиатский город. Но нет. Первые впечатления были такие, как будто бы мы попали в Японию. Под Японией я имею в виду именно собирательный образ Японии. Ее чистота, кукольность, такая инаковость. Страна из аниме, о которой мечтают все. Прям посреди улицы. Меня было несложно удивить. Я балдею. И вон еще. Начну с того, что последние 3 года мы жили в Индонезии и лишь изредка летом гоняли в Россию. Апрель месяц, и вот впервые за 3 года я реально вспомнил, что такое холод. В общем, день номер 2, как мы в Сеуле, мы оделись вообще не по погоде. Мы выглядим как какая-то банда бомжей, потому что мы одеты чисто по-балийски. В сравнении с людьми, которые здесь обитают, ты чувствуешь себя реально бомжом. Ну, они все реально очень красивые, настолько красивые, что это первое, что бросается в глаза. Я не знаю, посмотрите на любого детка, давайте я кого-нибудь покажу. Вот они, дедок. Это Демид, мой друг, босс и партнер по агентству. Один из самых эрудированных и начитанных людей, которых я знаю. Выглядит шикарно. Смотрите на него. Лук за 200 рублей. Какая красивая машина. Как красиво металлическая труба стоит буквально в пару сантиметров от нее. Вынужден предупредить. Вся первая часть этого видео будет про то, как Сеул нас очаровал. Много плюсов и красоты, все такое сладкое. Но вы не обольщайтесь, немного позже он столкнулся с реальностью, и наша влюбленность дала трещину. На фоне Сеула многие мегаполисы выглядят устаревшими по умолчанию. То, какие идеальные тут парки, кафешки и шоурумы, о которых не рассказывал лишь ленивый ютубер, потому что это невозможный уровень стиля. Я лишь скажу, что видел такое только в аниме. Кстати, вот интересный факт. Многие культовые аниме десятилетиями аутсорсятся в Корею уже с 90-х годов. И на 78% делается именно тут. Вот у этого заведения очень крутой нейминг. Думайте. See you. Мы здесь только 4-й день. Ощущение, как будто бы прошла неделя, а то и 2. Из-за того, что все события, все эти сценки, которые мы видим каждый день, они настолько концентрированы, их так много, что удивлению нет конца. Мы подходим в какой-то район, в котором придется испытать визуальный шок. Просто обалдеть. Конечно, для нас это выглядит очень стильно, но с другой стороны, если подумать, все эти надписи — это те же надписи на русском, типа аптека, ногти, шеллак, обувь. Только стильная обувь. Детали. Я еще не раз буду обращать внимание на, казалось бы, незначительные деталики, но именно в них кроется стиль Кореи. Смотри, это не просто покрытие, которое сделано в такую полосочку, но оно еще такое ребристое, такое очень мелкое. Он начинается с качества продуктов и товаров даже в самых зашарпанных ларьках и продолжается в ремонтах обычных квартир. Создается ощущение, что у целой нации есть насмотренность и внутреннее понимание, что свою работу нужно делать качественно. Вот то, о чем я говорил. Вы просто посмотрите, как это проклеено. Смотрите, как это аккуратно. И это просто в обычном отеле-апартаменте. Вот как это... Я уже молчу про унитаз с подогревом. Потому что момент, когда человечество придумало вот это, мы преодолели все наши биологические границы, умственные, интеллектуальные, как и вид. В Корее почти на каждых машинах есть вот такие вот маленькие голубенькие бампера. Сделаны для того, чтобы в узких проемах парковаться и открывать спокойно двери. Смотри, как он узко припарковался.
Сколько здесь места. Сколько здесь места. Даже двери особо не открыть. Для этого и нужны вот эти вот резиновые штучки на дверях. Еда в Корее защищена большими очередями, но если пройти через эти толще, оно того стоит. Видишь, спасибо, что нашла это место. Вообще, бегло описывая корейскую кухню, скажу, что она очень приближена к нашей, особенно по сравнению со всей Азией. Но, несмотря на это, от нее можно быстро устать. Поэтому важно чаще переключаться между супами, лапшой и рисом. Забирают и показывают, как есть. Вкуснее теперь? В Корее еды очень много. Но если вы хотите не прогадать, мой рекомендацион это сеть Салади. Есть Салади, есть Slow Kali. Продают офигенные боулы, протеиновые, там клетчатка, протеин, все есть, мясо, вообще супер классно. 100% гарантированно вкусно можно похавать. Это отвал башки. А еще, тут просто нереальная выпечка и кондитерка. Я до самой старости буду вспоминать обилие и сбалансированную сладость начинок каждой булочки, что я употребил. Меня. Сильнее всего нам запомнилась клубника. Я вас умоляю, не проходите ее мимо, как это делали мы в первые пару дней. Считай дни впустую. Ну да ладно. Спустя почти неделю настало время заселяться в наш первый корейский дом, не отель. Он находился в приличном чистом спальном районе. Такая чистота. Все такое кукольное, такое миниатюрное. Даже вон так куча земли разложена аккуратненько. В подвале, как в «Паразитах». Но, честно говоря, на моем большом опыте аренды через Airbnb я столкнулся с сюрпризом. Такого крутого места я совсем не ожидал. И опять детали. Человек сдавал эту квартиру другим людям, но делал ее как будто бы под себя. Такой оснащенности хату обычно не сдают за $100 в сутки, что является низким порогом по цене в Корее. Мне нравится вот эта тема, то есть выглядит все симпатично, красиво, хотя мы на протяжении 4 дней не вычищали ничего здесь, вся еда скапливается аккуратно вот тут прям готовый рамен. Но больше всего меня поразила другая деталь. Я нашел такую книгу, точнее, их тут 3, показываю. Это книга на китайском, родовая, фамильная книга, причем все написано вручную, все эти иероглифы вручную, и их тут просто жопой жуй. Целое древо. Фамильное древо. Кто обладал какими титулами, кто чей сын, чья дочь. Просто охренеть, какая массивная история. Возвращаясь к еде, это реальная задокументированная фотокарточка нас и огромной пачки корейского бич-пакета. Кстати, мы его освоили за один вечер. Кушай кимчи, это полезно. Это помидор, и он типа с сахаром. Одновременно отвращение из-за неожиданности и приятный всплеск дофамина. Как я вижу, самую основную проблему в том, что мы пока не можем оценивать объективно, потому что, во-первых, мы как деревенщина приехали с деревни и удивляемся самому факту города. А тут еще и такая чистота, такая красота, и еще эти сакуры, поэтому мы тупо сейчас на эмоциях. Мне кажется, реально нужно какую-то оценку объективную давать, типа, через месяц хотя бы, через 2 месяца. Все, что требовалось, это просто дождаться реалистичной погоды. Типа вот. И уже менее красиво. Но все равно красиво. И вот тот момент, где мы и проебали. Мы приехали прямо в сезон цветения сакуры и по привычке снимали жилье за неделю-2, почти на весь период пребывания, кроме этих 5 дней майских праздников. В это время в Сеул приезжают не только туристы, но и сами корейцы. Следовательно, спрос на аренду жилья сильно вырос, и мы искали хоть что-то в пределах города. В общем, мы очень рвано сейчас путешествуем от одного апартамента до другого, меняем букинг на Airbnb, и всего в сумме за эти 2 месяца мы сменим около 10 домов. Это наш косяк. И вот мы попали на майские, а на майские вообще не было никаких вариантов по жилью. Реально в 30 минут от нашего района было типа 2 варианта. Один просто отменил нас, и вот во второй мы заехали, который больше похож скорее на какой-то барак с выдуманным туалетом для гномов, но зато классный экспириенс. Иришка недовольна. Как тебе свиные уши?
А мы с Демидом всегда мечтали попутешествовать и пожить в хибаре, как первый день в Майнкрафте. Да, Демид? Так точно. Жалко, что камера не передает запах. Но на самом деле запах хороший. Запах хороший, запах обычной рыбы. Типа свежий причем. Вот я играл в Dead Space, там примерно такая же тема была. Зато мы увидели Корею такую, какую видит ее типа 90% корейцев. Это история обычных корейских ребят, которые в один день обнаружили себя переселенными в тела славян. Матико обнаружил себя в теле дизайнера, достаточно туповатого, но очень интересного. Первое, что их озадачивало, это как найти свое место в этом мире. Они знали здесь каждый уголок, знали здесь каждую запятую, но все казалось чужим. И что самое удивительное, они жили в бараке. Все казалось каким-то ненастоящим, придуманным, срежиссированным. Потому что подобную жизнь они видели только в кино. В глупом кино, нарочито драматическом и мрачном. Вообще, с этого момента и пошла череда огромных минусов и неудобств этого города. Дом, который мы сняли, был совсем не приспособлен к жизни. Там не было окон, прохода для кислорода, поэтому он был очень пыльным. Вдобавок к низким потолкам, пару тараканов и полная изоляция прямо у подножия гигантских многоэтажек вокруг. Были в детстве приколы, что берешь монетку, уже водишь, вот так. У нас есть такой же фокус, смотрите, берем и... Смотрите, все тут на самом деле пипец продумано. Потому что, чтобы не уходить зимой, тем более вот туда, а здесь же должно быть все плотно закрыто, да? Тут 3 слоя окон. Тут есть дверь. В туалет. Это вам не хухры-мухры. Пойдем. Серьезно? Кстати, второе место после этого было еще интереснее. Оплатив бронь, я был удивлен, почему заселение в 8 вечера. Впервые такое вижу, подумал я. Приехал туда, стало ясно. Это был секс-отель для стеснительных и скрытых корейских парочек. Я думаю, а что они нас так смотрят, блядь, что вы с чемоданами здоровенными? В общем, чтобы у вас такого не случилось, я подготовлю в своем телеграм-канале полный гайд. Я максимально подробно распишу пошагово, очень просто, ясно, без воды, как нужно посещать эту страну, что делать заранее, что покупать. В общем, ныряйте в мой телеграм-канал. Там я еще много всего публикую относительно дизайна, визуала, арт-дирекшена. Здесь все закрывается в 8. Еще у них есть какая-то фиеста, какой-то обед с 3 до 17. Это очень бесит, потому что это то самое время, когда мы, разгоряченные, голодные после работы, идем искать хавку, а все закрыто. Вот мы уже прошли, наверное, порядка 15 ресторанов, которые выглядят приемлемо, куда можно пойти похавать. А все нахрен закрыто, вообще все закрыто. А время сейчас только... Время только 8, а все уже закрыто. Пойдем искать дальше. Какую-нибудь бомжевальню. Пойдем похавать. И вот мы ходим уже 10 часов, и мы очень голодные, еще ничего не нашли. И, походу, единственный вариант, который остался, это Бургер Кинг. Как сказал один известный человек, Бургер Кинг говно. А ты знаешь, что построить вот такое здание очень сложно в Майнкрафте? Мы нашли Демиду постер, чтобы он не скучал у себя в комнате один. Ну, в принципе, все шикарно. Давай вот так вот. Спасибо. Вау, прикиньте, это, блин, логотип. Это логотип. Даже спортивный зал работает. Ты вообще это даже меньше, чем половина дня. 9 часов. Вообще 5 часов работает. Что за бред? Скорее всего, где-то видели эти видосы, где люди показывают, как они изменились при переезде в Корею. Это называется эффект Korea Glow. И вот таким я сюда приехал после Индонезии. Мой подход к уходу за собой изменился, плюс выбор стиля. Это я до, это я после. Пенис.
Почему нельзя делать вот такие вывески везде? Здесь это абсолютно везде. Почему? Мы все рабочие ребята, постоянно работаем в разных местах. Да. Типа фрилансер, только круче. Вот, допустим, смотрите на Нару. Она вообще йогу преподает. Это Нара, наша дагестанская подруга, тренер по растяжке и основной предвестник кайфуна в нашем окружении. Возвращаемся в красивый Сеул, но ненадолго. Самое неожиданное для нас в первые дни стал парк с рекой, прорезающий весь центр города. Вы вообще можете себе представить хоть где-то, чтобы в центральной реке города плавали вот такие рыбы? Вообще, если говорить про парки в Сеуле, это чистый отрыв фляги. Каждый парк — это какая-то сказочная сказка. Да, это, конечно, не Самара. В них можно гулять бесконечно или просто прийти и сидеть, созерцая и наслаждаясь окружающим. Мы сейчас направляемся вон туда, вот на эти две. И это не обсуждается. Ого! Не, спасибо, буяу. Короче, я видела только что, как там сидят дети, все в одной форме, они сидят, не бегают, спокойно кушают свою еду, друг с другом особо тоже не разговаривают. Пойдемте посмотрим, пожалуйста. Пойдем смотреть на чужих детей, на чужих корейских детей. Класс. Хорошо, что это не я предложил. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Это помогает продвигать контент в массы. В России они бы уже все давно перевернули бы всю площадку. Я уже про Дагестан не говорю. А теперь посмотри на детей. Блять, ребята. Нравится? Нравится. Это же ладно. Нар, что ты тут недавно в кафешке сделала? Что делаем? Нереально, ребят, вот мы, конечно, звери. Дети — это, кстати, первый пример, как в Корее у всего есть стандарты, которым стараются придерживаться. Я заметил, что у всех грузовичков есть единый дресс-код, вот в такой зеленой сетке. Выглядит красиво. Это правило, как, где и когда можно выбрасывать мусор. Просто чистый грузовик на чистой улице. Вот что им брело в голову, чтобы сделать реально настолько стильную вывеску? Они постелили ткань в виде травы по дороге к строящемуся объекту, чтобы не разносить грязь. Круто, да? Капец. Вы посмотрите, это просто... Причем вот эти столы, вот эти горшки, их можно забрать. То есть это все мусор на утилизацию вместе с кодом регистрации. Просто понравилась эта деталь, я бы хотел ее показать. Муха в писсуаре. Кстати, благодаря этой цели, по разным отчетам, на 50-80% уменьшается разбрызгивание, что приводит к уменьшению затрат на уборку. Это практичность называется. Азиатская. Еще сегодня выпил таблетки для стояка. Не знаю зачем, правда, но пока никакого эффекта нет. Собака, которая сидит сейчас на скамейке, мы прошли мимо нее, она скулит очень тихо. Прям Нара говорит, что есть теория, что, возможно, им просто обрезают голосовые связки, чтобы они были настолько тихие. Да, это реально так. Для обеспечения тишины идут на такие меры. Бедолага. Ты прикинь, он реально не может кричать. Зато тут за ними ухаживают, как за своими детьми. Вон даже кафе собачье есть. Меня привлекло. Сака.
Надо что-то купить оттуда. Говоря о стандартах, так же, как и нашим предкам навязали во времена СССР, что важно, кто и что о тебе думает, тут ровно такой же паттерн. Но его никто не навязывает, он просто есть, как внегласное правило. У них ценится не невозможность самовыражаться, а наоборот, умение быть таким, как все, умение быть классным винтиком. Ты приходишь на работу, и ты работаешь, по крайней мере, в этой компании 20 лет, потому что ты думаешь не про себя, а про компанию. Если посмотреть на то, как они выглядят, 3 типа одинаковых причесок, кто-то смеется, или, по крайней мере, обсуждает тему стандартных причесок Северной Кореи. Но здесь также, по сути, вот я ходил в их салон стричься, там большой выбор вариантов причесок, но все равно все стригутся одинаково. Ты редко встретишь яркие цвета, ты редко встретишь какие-то интересные фасоны. Это все, по сути, страна победившего Юникло. Смотри, какой крутой логотип. Кстати, заметил, что тут сложно найти женщин, которые будут одеты как-то вульгарно. В лосины, либо в какие-то очень короткие шорты. Да, здесь есть школьницы в юбках, как в Японии. Но все равно, если брать не школьниц, практически все ходят в их широких штанах. Что, кстати, наоборот, очень стильно и очень модно. Потому что сейчас уже скини никто не носит. По крайней мере, это не вернулось еще в тренд. Мы живем вот в таком маленьком угловом домике. Тут всего лишь 2 этажа. И то есть первый этаж это наша квартира, второй этаж это чья-то еще квартира. И внизу магазинчик, типа коммерческая недвижимость. Это все, это вот этот вот целиковый домик. Вот интересно, если бы я сейчас оказался в Советском Союзе, там же тоже дичайшие стандарты были, прям жесткие стандарты. Казалось бы нам, как людям типа современности, что они все такие стильные, что все такое классное. Мне кажется, все-таки это было бы довольно-таки стильная, классная сторона, что это ларьки с мороженым, вот эти вот стильные, да, вот эти автомобили, пузатые, пальто, шапка-ушанка. Пипи-ла-пупа. Сказать, стандарты это хорошо или плохо, сложно. Тут важнее баланс. Но на примере Кореи видно, что они хорошо балансируют между гранями. Возможно, благодаря своей американскости и чувству свободы. Вопрос о том, где поселиться, крайне важен. Вы уже заметили, что именно от района зависит мои впечатления. Что бы хотелось сказать? Розовые очки я уже здесь месяц нахожусь, полностью исчезли. Мы видели много всякого дерьма хорошего и плохого. И вот как раз это район одной из этих точек. Мы забрели в район, который в целом он не очень благополучный. Говорят, русские районы еще менее благополучные. Много эмигрантов. Именно не экспатов, а эмигрантов. Тут уже и одежду продают не такую прикольную, не такую стильную, удивительно. Зашквар. Ну и цены соответствующие. Хотя вот, в центре в метро выглядит намного лучше одежда. Нюанс в том, что благополучие района не гарантирует, что соседняя улица будет прям вот небезопасной. Вот, например, район с эмигрантами граничит прямо с фешенебельными улицами, где есть бутики Gucci, Prada. Ваше предположение, почему это называется декор для орги-рум? Какие предположения есть? Какие варианты? В комментариях можно написать? Какие варианты? Одновременно все это может граничить с всеобъятной жопой, в которую очень легко забрести случайно. Как мы и сделали. Значит, Love Train, а здесь Трансбар. Трансбар. Папа Джонс. Люблю поезда. Мы вышли в мусульманский район. Тут огромная мечеть, одна из самых больших в Сеуле. Но при этом здесь есть рядом с кальянной едой вот такой прекрасный Lady Boy. Трансгендер. Вот тут мы пошли кушать индийскую кухню. Все бы ничего, Сеул был супер идеальный город, пока мы случайно ночью не забрели вот в этот район. Прямо сейчас мы пришли сюда, чтобы посмотреть на него вживую днем, при дневном свете, как он выглядит, потому что ночью это просто трындец. Короче, мы похавали индийской еды и сразу пошли в мусульманский район, чтобы дойти к короткой дорогой, которую нам предложил Kakao Map, прямо до метро. Это были самые лютые 20 минут нашей жизни. Короче, полностью покинутый район, заброшен, там вообще никого нету. Там какие-то звуки страшные, капает вода, какие-то скрежеты. Блин, это была жесть. Реально здесь стрёмно, здесь такое ощущение, как будто здесь... Это реально прям стрёмно, смотри. Жесть. Интересно, он прям рядом с жилыми районами находится.
Come here. Do you speak English? What's wrong? Crosstown. Мы сейчас спросили у прохожих, что случилось с этим районом. ChatGPT назвал его призрачный район, но по факту это просто реновация. При этом район топовый, потому что здесь вид охрененный на весь город. Чуть подмести, и уже будет классный, довольно модный шоурум. Вон там живет барабулька. Проблема, о которой я жалуюсь, не в том, что этот район в целом есть, такие районы везде есть, а дело в том, что приложение Какао, основное приложение карт, которое работает лучше, чем Google здесь, и оно нас повело по тропинкам ночью, вот. А тут все заблокировано, все перекрыто. О, смотри, там тоже перекрыли, раньше не было такого. Нет, тебе показалось, это был призрак. Локация из какого-то The Last of Us. Я давно не ощущал такого чувства страха и состояния небезопасности. Вот доказательство в виде моих испуганных глаз. Смотри, тут мы как в Silent Hill сраном. Мы проходили в прошлый раз, здесь все было открыто. Почему сейчас перекрыли? Может быть, мы зашли в какие-то потайные свои страхи и посетили их ту ночь. Dead end. Вот эта церковь, она заброшенная. Давайте, может, залезем туда? Нет, Димит. Тут, кажется, тупик. Возвращаться очень не хочется. Нам казалось, что выход все ближе и ближе. В какой-то момент мы нашли уже выход из этого района, но мы не сразу это поняли. Это был только его центр. Проходи. Так, получается, вход выглядит туда. С одной стороны закрыто, с другой стороны открыто. Почему? Супер стрёмно. Короче, отсюда вышли, отсюда надо нырнуть обратно. Очень не хочется. Нам пришлось возвращаться и идти по самому темному и криповому переулку. Других вариантов нет, Риш. А нам нужно идти именно туда. Там еще капает что-то. Единственное, что мы ориентировались — близость шума машин и дорог. Ведь, как сейчас помню, нас окружала просто звенящая тишина. Я надеюсь, нам не туда. На всем пути было 3 тупика, которые приходилось перелезать, потому что возвращаться страшной дорогой обратно очень не хотелось. И вот там опять тупик. Это наш выход. Жесть. Мы только что выползли отсюда. Это был ад. Это был реальный ад. Это было реально стрёмно. Очень много чего получилось, ничего не влезло, слишком много контента, будет еще один видос. Ну реально, слишком много красоты, слишком много всего крутого, поэтому, к сожалению, вам придется смотреть второй видос. Я его соберу и сделаю тоже про всю эту красоту. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Это помогает продвигать контент в массы. Вот. Огромнейший респект тем, кто досмотрел до конца. Ждите следующий видос со 2-го месяца. Ну и вообще делитесь мнениями, как вам этот видос.